Администрация Трампа готовится к большой войне. Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток ударную авиацию. Россия, Китай и Иран объявили о проведении совместных военно-морских учений «Морской пояс безопасности». Какие маршруты готовятся защищать? Президент Украины заявил, что результаты переговоров в Женеве пока недостаточны, а в Белом доме пожалели американских налогоплательщиков. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые рассказал о конфликте с Зеленским в условиях, приближенных к военным действиям. К чему готовится Лукашенко и зачем в очередной раз проверяет свою армию? Украинские власти объявили политический бойкот зимним паралимпийских играм в Милане и Кортина-Дампеццо. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Администрация президента Дональда Трампа ближе к большой войне на Ближнем Востоке, чем большинство американцев осознают. Война может начаться очень скоро. Потенциальная военная операция Соединенных Штатов против Ирана, вероятно, будет масштабной. Продлится несколько недель и будет больше напоминать полноценную войну, чем точечную операцию в прошлом месяце в Венесуэле, сообщает агентство Axios. Между тем, Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая тактическую авиацию и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. По данным израильского военного обозревателя Игаля Левина, к 18 февраля в регион направлены 36 истребителей F-16, 12 F-22 Raptor, а также многоцелевые F-35 Lightning. Аналитики отмечают, что ранее Вашингтон сосредотачивался преимущественно на системах ПВО, тогда как сейчас фиксируется масштабная переброска ударной авиации. За последние сутки зафиксировано не менее 19 дополнительных самолетов-заправщиков, а на базе Аль-Удейд в Катаре уже размещены как минимум 16 танкеров и 2 авианосные группы. Официальные причины передислокации не раскрываются. Однако эксперты связывают ее с демонстрацией силы и возможной подготовкой к затяжному противостоянию с Ираном. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в ходе переговоров с Ираном был достигнут некоторый прогресс, но по некоторым вопросам сохраняется большой разрыв. Ну, есть много причин и аргументов в пользу удара по Ирану. Президент, будучи главнокомандующим, провел очень успешную операцию «Полуночный молот». Как вы знаете, как вы только что сказали, он полностью уничтожил ядерные объекты Ирана. Однако президент всегда очень четко заявлял в отношении Ирана или любой другой страны мира, что дипломатия всегда является для него приоритетом, и Ирану было бы очень разумно заключить сделку с президентом Трампом и с этой администрацией. Он, конечно, разговаривает со многими людьми, прежде всего, со своей командой по национальной безопасности. И вы знаете, кто входит в эту команду. И это то, к чему президент, очевидно, относится серьезно. Он всегда думает о том, что отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов, Америки, наших вооруженных сил, американского народа. И именно так он принимает решения относительно любых военных действий. Россия, Китай и Иран объявили о проведении совместных военно-морских учений «Морской пояс безопасности», которые стартуют 19 февраля в Ормузском проливе. По словам адмирала военно-морских сил Ирана Хасана Максудлу, маневры отражают внимание сторон к текущей обстановке в регионе. Учения пройдут в акватории Персидского залива, Оманского моря и северной части Индийского океана, ключевых маршрутах экспорта нефти из стран Ближнего Востока. Минобороны России сообщила, что корвет «Стойкий» прибыл в порт Бендер-Аббас, где состоялась церемония встречи, и оттуда корабли выйдут в море для участия в маневрах. В ведомстве заявили, что военно-морские силы России и Ирана координируют действия для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Ожидается, что в учениях примут участие военно-морские подразделения с различными кораблями и оперативными возможностями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве недостаточны, но Украина надеется на прогресс в будущих встречах. Относительно чувствительных политических тем, возможных компромиссов сторон и возможной встречи лидеров Украины и России решения еще не приняты и требуют дальнейшей проработки. Зеленский отметил, что участие европейских стран является важным и необходимым для установления справедливого мира. Сегодня мы несколько раз подробно поговорили с нашей командой на переговорах в Женеве. Это был второй день встреч как в трехстороннем формате, так и в других форматах. Украина заинтересована в достижении результатов. На сегодняшний день мы не можем сказать, что результат достаточен.
Военные серьезно и содержательно обсудили некоторые вопросы. Чувствительные политические вопросы, возможные компромиссы и необходимая встреча лидеров еще недостаточно проработаны. Мы ожидаем следующей встречи, и было бы правильно провести ее уже в феврале. Между тем, в Белом доме заявили о значительном прогрессе в переговорах между Украиной и Россией. Кэролайн Левит во время пресс-конференции много раз хвалила своего босса за его усилия в завершении этой войны. А еще заявила, что Трамп рассматривает данную ситуацию как крайне несправедливую в отношении украинцев, россиян и американских налогоплательщиков. Состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной. Стороны добились значительного прогресса. Стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением. Поэтому в будущем состоятся еще одни переговоры. Но я думаю, что президент считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам, которые погибли, но и к американскому народу. Я имею в виду американских налогоплательщиков, которые оплачивали эти военные действия до того, как президент Трамп положил этому конец. Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича о ходе проверки боеготовности вооруженных сил. По словам Вольфовича, в ходе учений была создана обстановка, максимально приближенная к возможным боевым действиям. Причем за основу взят опыт так называемой специальной военной операции. Наблюдатели отметили, что акцент на войне России против Украины генерал Лукашенко делал несколько раз за время доклада. В различных регионах нашей страны выполняли задачи. Задачи, которые поставил президент перед вообще должностными лицами Государственного секретариата Совета Безопасности, во главе угла в ходе работы должны быть внезапность, требовательность, максимальная объективность оценки проверяемых воинских частей. То есть президент сказал: мне нужна реальная картина способности и готовности наших вооруженных сил действовать в соответствии с их предназначением. Поэтому государственным секретариатом была создана сложная обстановка, приближенная, скажем так, максимально к тем боевым действиям, которые, вероятно, могут быть. Но, конечно же, за основу брали опыт специальной военной операции. Поэтому в ходе всего времени этого этапа проверки на проверяемые воинские части было воздействие потенциального противника, в роли которого мы задействовали подразделения внутренних войск. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный впервые публично рассказал о глубоком расколе в его отношениях с президентом страны Владимиром Зеленским. В интервью агентству Associated Press Залужный заявил, что напряженность возникла вскоре после начала вторжения России в феврале 2022 года и касалась методов обороны страны. Конфликт резко обострился в конце 2022 года, когда десятки сотрудников Службы безопасности Украины попытались провести в кабинете главкома ВСУ обыск. Залужный назвал это актом запугивания. Однажды вечером, в середине сентября 2022 года, когда Украина проводила эффективное контрнаступление на северо-востоке, Залужный, занимавший тогда пост командующего армией, вышел из напряженного совещания в штабе Зеленского и направился обратно в свой кабинет в Киеве. Спустя несколько часов десятки агентов Украинской службы безопасности прибыли в офис Залужного для обыска помещения, сообщил Залужный. По его словам, в это время там находилось более десятка британских офицеров. По словам Залужного, украинские агенты не сказали, что именно они ищут, и он помешал им просматривать документы и компьютеры. Рейд представлял собой явную угрозу, заявил Залужный. В присутствии агентов он позвонил тогдашнему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и сделал резкое предупреждение. Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как воевать. Затем Залужный позвонил тогдашнему начальнику службы безопасности Василию Малюку, чтобы узнать, что происходит. По словам Залужного, Малюк сказал, что ничего не знает о рейде и пообещал разобраться в ситуации. Спор между генералом и президентом продолжился при планировании контрнаступления 2023 года. Валерий Залужный утверждает, что его план создания единого кулака для прорыва в Запорожской области к Азовскому морю был отвергнут. Залужный утверждает, что разработанный им при содействии партнеров по НАТО план провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы. Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в едином кулаке для отвоевания частично оккупированной Запорожской области, региона, где расположена важная атомная электростанция, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это перерезало бы коридор земли, который российская армия использовала для снабжения Крыма, незаконно аннексированного ею в 2014 году. Для успеха требовалось масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность, сказал Залужный.
Вместо этого, по его словам, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их ударную мощь. Члены семьи президента Соединенных Штатов пытаются заработать на буме военных беспилотников, вкладываясь в компании, которые их производят. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, Эрик Трамп, второй по старшинству сын президента, инвестирует $1,5 миллиарда в объединение производителей дронов Extend и JFP Construction Holdings. Также в сделку вовлечена еще одна компания-производитель дронов Unusual Machines, где брат Эрика, Дональд Трамп-младший, занимает должность советника. Обслуживает сделку инвестиционный банк Dominari Holding, который базируется в Трамп-Тауэр и ранее уже участвовал в других семейных предприятиях Трампа. Эта договоренность сблизит семью Трампа с оборонным производством, что является приоритетом для администрации. Она также дает им финансовую заинтересованность в компании, которая может извлечь выгоду из планов Министерства обороны по ускорению закупок военных беспилотников, которые, по словам администрации, тормозятся слишком большим количеством бюрократической волокиты. Поскольку сыновья президента расширили свою деятельность в ряде отраслей, они неоднократно подчеркивали, что являются частными бизнесменами. Канцлер Германии Фридрих Мерц в выступлении перед сторонниками заявил, что Берлин и Брюссель готовы ответить на возможное повышение американских пошлин зеркальными мерами. По его словам, если Соединенные Штаты и дальше будут вести такую торговую политику, Германия и другие страны Европейского Союза смогут защитить свои экономические интересы. Заявление прозвучало на фоне опасений эскалации торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. При этом Мерц не уточнил, о каких именно тарифах и возможных ответных мерах идет речь. Если американцы считают, что теперь они могут пойти еще дальше, введя высокие пошлины, вопреки соглашению, достигнутому нами в августе прошлого года, и снова оказать на нас давление, то мы в Германии и Европе ответим своими высокими пошлинами. Если они считают, что тарифы важнее налогов в их собственной стране, то это, конечно, американцы могут решить сами. Но это не наша политика. И я скажу именно это во время моего следующего визита в Вашингтон. Вы можете это сделать, но мы с этим не согласимся. И если вы переборщите, мы, европейцы, вполне способны защитить себя. Комитет по наблюдению за Луной в Саудовской Аравии объявил, что священный месяц Рамадан начался поздно вечером, 18 февраля, после наблюдения серпа новой Луны. Таким образом, был официально подтвержден старт исламского месяца поста. В течение Рамадана мусульмане воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката, начиная день с предрассветной трапезы, сухура, и завершая его вечерним ифтаром. Представители духовенства призвали верующих посвятить это время молитве, благотворительности и духовному очищению. Это продолжение традиций пророка Мухаммеда, мир ему, о наблюдении за серпом Луны в Рамадан. Люди собрались сейчас, чтобы наблюдать за серпом после захода солнца в этот день, если на то будет воля Аллаха. С началом мусульманского месяца поста Рамадан палестинцы в Газе вынуждены обращаться к разрушенным руинам мечетей или к импровизированным местам для молитвы, сделанным из брезента и дерева, чтобы оплакивать своих погибших и утраченные места поклонения. Это все, что осталось от мечети. Большинство жителей сектора Газа, из Шуджаи, из Дараджа, со всего сектора Газа приходили сюда во время поста Рамадана. Она была полна верующих. Тысячи верующих приходили сюда, чтобы совершать эти ритуалы поклонения. Но теперь где им молиться? Здесь одни руины и разрушения. Вся мечеть разрушена. Молиться негде. Места едва хватает для 100 человек. А ведь раньше здесь могли поместиться тысячи. Соблюдение Рамадана началось и в Афганистане. Однако многие семьи сталкиваются с трудностями при покупке основных продуктов питания на фоне стремительного роста цен. Растительное масло, рис и мука становятся все менее доступными для населения, страдающего от бедности и безработицы. Экономические проблемы усиливают нагрузку на домохозяйство в период священного месяца, когда традиционно возрастает спрос на продовольствие. По сравнению с прошлым годом цены сильно выросли. Бутылка растительного масла сейчас около $37, а маленькая $10, в то время как мешок риса — это около 4000 афгани, это $6. Мы не можем позволить себе купить рис. Мы давно его не покупали. Цены очень высокие, а у нас, бедных, ничего нет. Ничего нет в пределах досягаемости. На западе и юго-западе Франции продолжается рост уровня воды. В 4 департаментах действует красный уровень тревоги, высший в национальной системе предупреждения. Власти предупреждают, что ситуация может ухудшиться с приближением шторма Педро. Есть серьезная опасность затоплений нагонными волнами. В районах Либурна и Бордо во время ближайших приливов ожидаются значительные разливы. Красный уровень тревоги действует в департаментах Мэн и Луар, Шаранто-Маритим,
Жиронда и Лот-и-Гаронна, как минимум до четверга. Еще 9 департаментов переведены в оранжевый режим из-за угрозы паводков и проливных дождей. Во вторник вечером в Шалон-сюр-Луар перевернулось каноэ. Мужчина считается пропавшим без вести. Поисковые операции продолжаются, однако префектура опасается, что шансы на спасение невелики. Течение в реке сильное, вода холодная. В бассейне реки Гаронна жители населенных пунктов борются с наводнением 7-й день. Представители муниципалитета предупреждают, что среди населения нарастают усталость и напряжение. Жители города Ле-Пон-де-Се решили самостоятельно строить заграждения, чтобы не допустить затопления своих домов, поскольку вода каждый день поднимается на несколько сантиметров. Я строю небольшой противопаводковый барьер, чтобы вода не заходила слишком далеко в сад. Вот так. Не знаю, остановит ли это, но, по крайней мере, мы что-то делаем. Сейчас вы видите, как уровень воды поднимается, поднимается и поднимается. Вы видите, что дорога больше непроходима, как и тротуары. Город Ле-Пон-де-Се построил небольшой временный пешеходный переход, и сейчас немного похоже на Венецию, только у нас нет гондол. Я так смеюсь. Хотя все уже давно не смешно. Мои соседи пострадали от наводнения, и мне их очень жаль. Я был последним, кого затопило в 82-м. Поэтому я поставил шпунтовые сваи перед дверью. Ну, морскую фанеру с силиконовым герметиком и все такое. Вода с улицы не поступала, но все равно просачивалась в дом. Мы, старики в нашем районе, привыкли к таким наводнениям. Раньше было хуже. У родителей были крюки в домах, и они поднимали мебель веревками. Свергнутый президент Перу Хосе Хери попрощался со своим кабинетом у ворот правительственного дворца после того, как Конгресс проголосовал за его отстранение от должности. Причиной стал скандал вокруг нераскрытых встреч главы государства с китайским бизнесменом Чжи Хуа Янгом, получивший в СМИ название «Чифагейт». Поводом для расследования стало видео, на котором президент поздно вечером прибывает в ресторан на встречу с предпринимателем, владеющим торговым бизнесом и концессией на энергетический проект. Официально о переговорах не сообщалось. За импичмент проголосовали 75 парламентариев. 24 выступили против, еще 3 воздержались. Глава Конгресса Фернандо Распильози, который по Конституции должен был временно исполнять обязанности президента, отказался от этой роли, и теперь парламенту предстоит избрать нового спикера, автоматически получающего полномочия главы государства. Отставка продлила период политической нестабильности в стране. За последние 8 лет Перу может получить уже 8-го президента, а эксперты отмечают углубление кризиса системы власти на фоне роста преступности и коррупции. Я привык к этому кризису, потому что мы действительно находимся в кризисе, когда Конгресс посвящает себя только смене президента и заботе о собственном благополучии. Они не видят, что происходит в стране, какая преступность. Каждый день происходят массовые убийства и грабежи, и они ничего этого не видят. Они заботятся только о своем благополучии. Как говорят, они сами кучка преступников. За 10 лет сколько у нас было президентов? Это огромный удар по стране. В сфере образования мы на самом дне. Школы даже не оборудованы должным образом, а занятия вот-вот начнутся. И по сути правительство делает все, что хочет. Оно живет за счет того, что принадлежит нам. Мы платим налоги. Мы не живем бесплатно здесь, в Перу. В нашей собственной стране мы не живем бесплатно. Дональд Трамп открыл мероприятие по случаю месяца истории чернокожих в Белом доме встречей с представителями афроамериканского сообщества. В своей речи он отметил столетие памятной даты и почтил память лидера движения за гражданские права Джесси Джексона, назвав его настоящим героем, а также выразил соболезнования его семье. Трамп также упомянул рэп-исполнительницу Ники Минаж, ранее заявившую о поддержке президента, и бывшего чемпиона мира по боксу Майк Тайсон, подчеркнув их лояльность. Мероприятие прошло на фоне скандала вокруг видео в соцсети Трампа, где экс-президент Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама были изображены в образе обезьян. Публикация вызвала резкую критику со стороны представителей обеих партий. Я хочу начать с выражения нашей скорби по поводу кончины человека, которого я очень хорошо знал. Джесси был тем еще типом, хочу вам сказать. Он был тем еще типом, но он был хорошим человеком.
Он был настоящим героем, и я просто хочу выразить свое глубочайшее уважение преподобному Джесси Джексону. Он был хорошим человеком, который, по мере того, как вы его узнавали, становился все лучше и лучше. Многие из них, многие люди, которых вы узнаете, становятся все хуже и хуже. Джесси же становился все лучше и лучше. Еще хочу вспомнить чернокожих спортсменов. Вдохновили миллиарды людей по всему миру, начиная с Рэя Робинсона. Шугар Рэй Леонард, кстати, тоже великий, какой великий боец. Мухаммеда Али, который был моим другом. Я разместил фотографию себя и Мухаммеда. Он был еще тем парнем, вы говорите о нем. Но он умел драться, не так ли? Майк Тайсон. Поверьте, Майк был мне верен. Всякий раз, когда они заявляют «Трамп расист, Трамп расист», Майк Тайсон отвечает «Он не расист, он мой друг. Он был со мной с самого начала. И в хорошие, и в плохие времена». Еще хочу сказать, что я люблю Ники Минаж. Она была здесь пару недель назад, такая красивая. У нее такая красивая кожа. Я сказал: «Ники такая красивая. У нее ногти, у нее такие длинные ногти». Я спросил: «Ники, они настоящие?» Она не ответила. Она не хотела вдаваться в подробности. Украинские власти объявили политический бойкот зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина d'Ampezzo после решения Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к участию под государственными флагами. Делегация Украины не будет присутствовать на церемонии открытия и других официальных мероприятиях игр. Решение организаторов вызывает разочарование и возмущение. Официальных властей страна-агрессор не должна быть представлена на международной спортивной арене под национальной символикой. В МПК заявили, что 10 спортсменов, 6 из России и 4 из Беларуси, получили приглашение от специальной комиссии для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжным гонкам и сноубордингу. Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич обвинил МПК в безразличии к ситуации в Европе и подчеркнул, что в современной России, по его мнению, даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины. В украинском спортивном ведомстве заявили, что продолжат добиваться пересмотра решения на международном уровне. Если вы говорите о флаге России и гимне, то это политический атрибут государственного убийцы. Потому что помните, пожалуйста, что Россия сделала за последние 4 года во время нашей подготовки к Паралимпийским играм. Россия не раз поднимала флаг на оккупированной территории. Россия поднимала флаг после того, как очень многие погибли, были убиты. Дети, женщины, старики лежат на земле. И здесь Россия подняла флаг. Флаг с кровью мирных граждан Украины. На самбодроме Маркес де Сапукай в Рио-де-Жанейро прошел заключительный вечер карнавального конкурса школ самбо. В финальном параде выступили 4 коллектива, представив масштабные театрализованные шоу с платформами, оркестрами и тысячами танцоров. Школа Туюти посвятила свое выступление африканской традиции Ифа, показав историю сотворения мира через космологию народа Йоруба в программе «Путь Ифа». Вилла Исабел отдала дань бразильскому художнику Эйтеру дос Празеришу, представив яркую постановку о связи самбо и африканского наследия. Гранде Рио обратился к культурному движению 90-х годов с темой «Нация мангровых деревьев», а Салгейро посвятил номер легендарному карнавальному режиссеру Розе Магальяеш.